Бабах! Що, старалися? Всем привет! Там Фейгин с Арестовичем сделал интервью. Я, как всегда, конечно, такое полностью смотреть не могу. Посмотрел по интересующим меня тайм-кодам. Ну, половину интервью, наверное, где-то посмотрел, может быть, 40%. И я обычно, такие вещи там разбирал, вам вставки делал. Сегодня вставок не будет, я не хочу. Но я должен вам сказать очень важные вещи на этот счет. Я так посмотрел, послушал и задаю себе вопрос. И вам хочу задать тот же вопрос. А кто такой Фейгин? И кто такой Фейгин для Украины? Почему его слушают сотни тысяч людей? Почему его стримы с Арестовичем собирали рекордные там цифры? Как так получается? Я не нашел для себя ответ на этот вопрос. Такие люди, как Фейгин, они просто пользуют Украину. Где-то был Марк Фейгин, жил-был какой-то там московский адвокат, которого лишили лицензии, там Шарий постарался. И вдруг он врывается в информационное пространство Украины, набирает как сумасшедшую аудиторию. Какие он важные вещи вам рассказывает? О чем говорит этот человек? И тут мы натыкаемся на ответ. Кому-то это надо. И другого просто ответа нету. Он не обладает никакими аналитическими способностями. Он, главное, не рассказывает вам вообще что-либо полезное, ценное. То есть не несет за собой никакую ни философию, ни идеологию. Ровным счетом ничего. Вы думаете, так случайно может быть? Нет, таких случайностей не бывает. А теперь давайте поставим вопрос наоборот. А для чего Марку Фейгину Украина? А Марку Фейгину Украина нужна для вот этого вот. И интервью с Гордоном, вдруг Марк Фейгин внезапно приезжает в Киев, а там подписчики пишут, он даже в Бахмут или под Бахмут куда-то ездил. Я не знаю, эта информация не проверена. И спрашивают меня, а для чего, а зачем? Бабки. Все бабки. И Гордон это тоже не случайность. Это делается специально. Формируется некий медийный пул. И Гордон, этот приспособленец, этот хамелеон, как всегда мимикрирует и работает уже, задел на будущее делает. Недвижимость остановилась, коммерческая его, аренды нету, кредиты есть, дела не очень. Надо думать, как жить дальше. Я же вам рассказывал, то Ермак был враг номер один, агент ФСБ, и Гордон копал в операцию «Вагнер». А теперь Ермак уже лучше. И теперь Марк Фейгин приехал, рассказывает, ФСБ, там я враг ФСБ номер один. А Гордон, помните эту хохму все время? Я личный враг Путина. Таких, как я, врагов у него только один. На меня ввели там беспрецедентные санкции. Там что-то у него там арестовали. Там, в общем, или арестовали заочно, или квартиру в Москве арестовали, не знаю, за $1 миллиард рублей. В общем, что-то происходит, и не могут с ними ничего сделать. Вот Скрипаля отравили, Литвиненко отравили, Навального подтравили новичком, а Гордон, личный враг Путина, спокойно гуляет по городу Киеву, вообще без никаких проблем. Тот самый Гордон, который солнцевскую группировку интервьюировал на своем канале, и корешился с Кобзоном, и миллион других разных вещей. Вдруг случайно из России к нему присоединяется Марк Фейгин. Он эмигрировал, якобы убежал от ФСБ во Францию, причем там был такой смешной эпизод в 2020 году. Причем там был такой смешной эпизод, когда Гордон спрашивает, вас пытались вербовать? Он так уверен, да, они знают, что это бесполезно. С Фейгиным связаться бесполезно, я не поддаюсь вербовке. Сборище суперменов. И тут они идут по городу Киеву. Стоит Алексей. Случайно, конечно случайно. Алеша Арестович стоял, и тут 3 поросенка встречаются. О, привет, случайно, да сейчас мы поговорим, сейчас все мы украинцам расскажем, как делать. Там выполнял важное, в кавычках, задание Украины, когда корешился с идеологами русского мира, да? Не будем называть фамилии, вы все их и так знаете. И против Майдана, и против демократии, и против всего. Случайно так сошлись эти 3 человека. Все 3 обладают громаднейшей аудиторией. Теперь они уже синергия включилась. Они уже крутят свои эфиры по очереди на всех 3 каналах. Просмотры, бабки, просмотры, влияние, перелив трафика, аудитории, формирование медийного пула. Тут продвигаемся дальше по их интервью. Зашла речь, я, честно говоря, ждал этого. Я специально по тайм-кодам смотрел, мне эта тема важна. Я все время хотел ее поднять, но как-то не было повода. Теперь повод есть, и это важно для вас. Надежда Савченко. Бабах! Що, старалися?
Они объявили ее агентурой ФСБ. Я, честно скажу, я до появления вот в Ютубе, да, я так иногда там что-то писал в Фейсбуке, там небольшая была аудитория, до 1000 человек. Это скорее, ну, так же, как в принципе и здесь. Ну, порыв души, физическая просто необходимость. Физически это ощущаю, что мне нужно было это написать. И когда Савченко встречали, помните, в аэропорту, там, ой, Надя приехала, Надя повернулась. И она начала попадать в все президентские рейтинги. Я тогда написал пост, что посмотрите, все закончится, скорее всего, Мерседесом С-класса. Выборы, Надя политик. Там, по-моему, Юля, да, я тогда зацепила, тоже, наверное, случайно, Бют. Ее там протащили в Верховную Раду, какая героиня, какое все. Но я своей аудитории когда-то рассказывал, посмотрите великолепный американский сериал «Родина», который написан там, в частности, и по материалам ЦРУ, ФБР, как это все работает. Я тогда понял сразу, что ее завербовали. Ну, или она туда уже попала завербованной. И тут они обсуждают, что она финансировалась Медведчуком, а это было не очевидно. Она торчала на всех медведчуковских каналах, она очень так тонко, если в этом разбираться по-настоящему, очень тонко продвигала такие себе идеи России, будем говорить, как бы сказать, идеи и планы России по Украине, в Украине. Но что здесь самое главное? Гордон чуть ли не целовался с Савченко в засос. Она к нему на день рождения пришла, и там рассказывали, вытанцовывала под этим делом. В общем, просто супер-пупер подруга Гордона. Но убила меня тогда, просто поразила наповал. Я понимаю, что Гордон это просто беспринципнейший человек. Он зовет ее к себе на интервью. А на каком канале? А, точно, на каналах Медведчука, на которых Гордон очень долго вещал. И, конечно, тоже бесплатно и тоже совершенно случайно. Так вот, он ее тогда пригласил на интервью, и тут Надя выдает, что, оказывается, есть евреи, а есть жиды. У меня, когда я такое слышу, ну, где-то, хотя мало кто рисковал, возле себя у меня сразу горят предохранители, когда подобные фразы говорят. А Гордон сидел и улыбался. Я собі виписав, я нещодавно бачив в ефірі одного з телеканалів, як на репліку глядачки, що зараз в Україні єврейське іго, ти підтвердила це і сказала, що наша влада дійсно має неукраїнську кров. Ти не любиш євреїв? Що відбувається? Я нічого не маю проти євреїв. Я не люблю життя. Я вже неодноразово говорила, що немає поганого народу, є погані люди. І вони є в кожному народі. І так само є українці, є хохли, так само є росіяни, є кацапи. Тому є поляки, є ляхи. Тому у нас в Україну дуже важко назвати антисемітською країною, тому що на 2% євреїв, які проживають в Україні, у нас при владі євреїв, ну, відсотків 80. А хто у нас Тому, євреїв при владі? принципі, Скажи мені, щоб я хоч знав. Саме головне, євреї кажуть, що ніхто, що немає там євреїв. Вони кажуть, що то якраз Давай жиди. назвемо. Хто у нас з євреїв при владі? Чи з жидів? Давай назвемо. Ну, в основному як? Важко, ми ж не робимо тест ДНК крові, але якщо брати по класичному порівнянні, це по прізвищах, то це Гройсман, це Вальсман, прізвище Порошенко, це Юля Тимошенко, її Порошенко прізвище Вальсман? так само. Здається, так його прізвище. Перше, Це що Юля так. Тимошенко, в якої дівоче прізвище так само несе єврейське коріння. Це депутати Береза, тільки один з них. Потім Логвінський так само, ну, тобто вони навіть говорять, це їхня національність, і вони дотримуються релігії. Тому є велика різниця. Просто, напевно, коли людина говорила, що в нас єврейське іго, а скоріше за все вона хотіла сказати жидівське іго, то вона мала на увазі те, що у нас в Україні при владі не найкращі представники свого народу, своєї нації. Тому що є дуже багато Це хороших стосується людей. як і українців, так і євреїв. Так і євреїв, абсолютно. Тому влада не українська по крові, тому що вона не дбає про український народ. Там можуть бути представники самих різних національностей, але вони всі стають єдиною владою, і в них змінюється група крові. І вона не є крові від народу, вона не є крові української, і тому ми так погано живемо. А насправді про євреїв мені розповідали так само мої батьки, тому що вони пережили війну, і вони наводили дуже багато прикладів. Наприклад, лікаря, єврея, який дуже багато рятував в селі людей від того, щоб їх не забирали на Германію. Він роздавав їм вапно, говорив, що треба якби до язви довести руки. І тому дуже-дуже багато таких прикладів. Тому ніколи не можна сказати, що можна по одній людині судити всю його народність. Ні. Кожна людина індивідуальна і суцільна маса народу, вона завжди є хорошою. Ну є і покидьки. Тобто ти не антисемітка? Ні. І Добре. не расистка. Я поважаю, перш за все, в людині людину. Вот такой вот Дмитрий Ильич не только человек, журналист, личность, а вот такой он еврей.
Просто позорник и все. После этого для меня уже... До этого было все понятно, но это как бы была последней точкой. Для чего это я рассказываю? Вы должны понять, и чему в принципе посвящается это видео. Сейчас после войны, или ближе к окончанию войны, давайте правильно сказать, сейчас точно так же, и уже это происходит, вбрасываются в общество определенного рода герои. Конечно, на фронте есть герои. И есть не герои, и есть проходимцы, и есть разные. Надя Савченко точно не герой. Ни тогда, ни сейчас. Но неподготовленный зритель этого не видит. Что делают такие люди, как Гордон, Фейгин, Арестович? Они влезают вам в мозг. И это делается на громаднейшую аудиторию. Вот что самое страшное. Они влезают вам в мозг, и потом Савченко продвигают. И будут дальше любых других людей, нужных им, продвигать. Сейчас, запомните, я вам даю, это не инсайт, но это важно. Все олигархи озабочены способами вербовки звезд военных, многие из них уже медийные, потому что сейчас такие технологии, там через одного военного уже есть блог или что-то подобное к этому. Кто-то ведет регулярный, кто-то нет. У кого-то борода, как будто бы он на фронте через день в барбершоп ходит, но это и так просто. И вот они вам таких же людей туда вбросят. Наши ребята, которые настоящие герои на фронте, вот поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, по большинстве своем, не все, но в большинстве своем очень скромно себя ведут. Те люди, которые сердцем там находятся за Украину. Но, к сожалению, все подобные события – это путь в политику. А для этих троих поросят – это способ попользовать Украину. Ведь что делал Гордон? Начиналось все с пирамидок, гадалок, потом интервью, потом появился YouTube, он смог это все, молодец, как бизнесмен правильно все сделал, переключить. Он монетизирует Украину. Арестович. Там что-то где-то говорил, тут бабах, война. Ермак берет его в замы, в советники, в спикеры, называйте как угодно. Дают ему площадку, платформу телемарафона, он набирает невероятную аудиторию, обманывает людей. В частности, на мой взгляд, люди многие погибли или потеряли имущество из-за Арестовича, из-за вот этих 2-3 недельки, а потом сумасшедшие обстрелы, а человек к этому не готов, потому что он поверил. И все эти бла-бла-бла разговоры, еще Фейгин появился. Я просто поражаюсь, как это все так работает, что люди не видят очевидного. Да, это высокотехнологично. Выглядит. Но в глубине этого, в ядре этого совершенно примитивная технология. Люди в большинстве своем вообще не способны фильтровать информацию. И если раньше телевизор село 5 человек, решило, что вам смотреть, я вам рассказывал, что очень многие годы, независимо кто был президентом, из администрации президента поступало примерное лекало для всех новостей. Особенно началось это при Порошенко, со времен АТО. Должен сказать 1, 2, 3, 4, 5, в конце закончить, дай бог, какой-то пацан погиб на фронте, минута молчания, какой-то ужас пенсионера показать, создать эффект того, что танк за окном не стоит, и вроде бы как не все так плохо. А теперь уже и танк за окном стоит, образно говоря. Хотя в начале войны было не образно говоря, а где-то и ракеты. Вот до чего мы дожили с такими вводными от властей наших, 1, 2, 10. Поэтому будьте внимательны, я вас очень прошу. Они непременно вам приведут еще кучу других личностей. И эти интервью Гордона, и дальше они будут в этот свой медийный пул включать людей. И недаром Гордон сейчас постоянно интервьюирует Арсения Яценюка, великого реформатора. Там сейчас Гройсмана не достанут, сейчас Аваков затихарился, он тут по-умному делает. Тут потом выстрелит, когда у этих всех рейтинг обвалится, когда все послевоенные эти моменты пойдут, и все дела нынешних времен вскроются. У этих рейтинг начнет падать, тут врывается Аваков и Тимошенко внезапно. Ренат Леонидович стратегически все правильно делает. Там где-то у себя Коломойский, хотя мне кажется, он подзабил. Я думаю, что он сейчас напрямую с Ермаком работает. То есть каждый крутится как может, да, только в своей парадигме жизни. Там у меня образовалась в моем телеграм-канале группа активистов, которые подписчики, естественно, на ютубе, потому что все идет от ютуба. Активисты создали там группу свою закрытую и где-то приходят на чужие каналы, там спрашивают, а сделайте эфиры с Елисеевичем или интервью, или там дебаты. И Гордону написали. Гордон такой, а я не знаю, кто это, мне подписчики прислали. Я не знаю, кто это, я посмотрю. Дмитрий Ильич, посмотрите это видео. Давайте, если вы с чем-то не согласны, давайте устроим дебаты. Можем даже в прямом эфире, мне все равно. Без модератора, с модераторами, без разницы.
Скажите, может быть, где я неправду говорю. К зрителям еще раз обращаюсь. Напишите в комментариях по поводу Марка Фейгина. Арестовича, там, Гордона, понятно, уже обсуждать нечего. Про Савченко напишите. Может быть, я действительно ошибаюсь? Напишите, какую идею, пользу несет Марк Фейгин. Может, это журналист какой-то супер высококачественный, просто я этого в упор не вижу, этого не знаю. Может, реально он делает какие-то нереальные вещи, нереальные передачи. То, что я видел, он что-то там щебечет, Арестович уже мурчит в микрофон, засыпает вот так вот, спички уже в глаза вставляет. Это что это за уровень вообще? И для чего это все? Но люди смотрят. А потом еще мне претензия, да что у тебя все время негатив, дай позитив. Повторяю то, что сказал на последнем стриме. Вот с Доротичем, Себастьяновичем еще будут интересные подкасты каждую неделю. Записываю про свет в конце туннеля, что реально делать, говорим об идеях. Просмотры упали, уже нет вопроса, где негатив. А, позитив, ну это же надо думать, надо напрягаться, надо фильтровать, надо, главное, что-то делать. Главное вбить себе в голову, что от каждого из вас многое зависит. Никакое мировое правительство за вас все не порешало. Все будет так, как вы захотите. Забьете на это дело, они сделают свое. Упретесь, не дадите, будет сопротивление. Им придется лавировать, договариваться, меняться. Или просто вычистить их 3 веселых буквы из Украины. Решать вам, потому еще раз говорю, жду комментарии, это очень важно. Кто первый раз на канале, подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик. Чем больше лайков, тем больше людей увидят это видео. Это все очень-очень важно. А, и последнее еще, пока не забыл. Они там шария обсуждали, и в один голос Гордон с Фейгиным там про шария очень любит деньги. О, как любит деньги. Деньги любят все, но как их любит Гордон, и уже, как оказалось, Фейгин, это мама дорогая. Так что вы все, в принципе, ничем не отличаетесь. Просто кто-то палится раньше, кто-то позже. И не более того. Пока.